Привет, друзья! Сегодня у нас 7-й день работы. 6-й день меня здесь не было, чуть пропустили. Пойдем посмотрим, что Саша здесь сделала. И какой-то план составим на сегодняшний день. Может, даже часть его, может, даже и выполним, да. Саша начала уже здесь эту комнату. Hello. Привет, привет, привет. Вот она за вчера вот столько почистила. Это небольшая комната, не знаю, метров 12, наверное. Та комната, в которой мы были, ну, под 20, наверное, около 20, может, что-то рядом. Вот, сегодня, пока Саша здесь будет дочищать, а ей еще тут есть что поделать, вот, этот бетон-контакт, да, вот это, да, получается на потолке. И остатки мела, грунтовки и прочие ошметки. Да. Говорит, не очень-то хорошо оно идет. Или очень? Не очень. Не очень хорошо идет. Трудом. С трудом идет. Ладно. Мне здесь надо будет еще дочистить чуть-чуть корщеткой. Еще угол посмотрим вблизи, вот этот. Наконец-то посмотрим. И самое вот что, это розетка. И вот мы работали здесь лимонной кислотой. Я хочу попробовать еще компресс. Но компресс не лимонной кислотой, а компресс уксусной кислотой, уксусной эссенцией. И пока я буду подготавливать, что-то делать и, собственно, делать сам компресс, я вам расскажу, почему как бы я склоняюсь в сторону уксуса, в сторону уксусной кислоты. Лимонная работает классно. Так, начинаем наши занятия. У меня есть КС перчатки, есть очки, но нет респиратора, но я не хочу. Он есть, на самом деле, но мне лениво. У меня борода и лапки. Есть туалетная бумага. Мы ее используем как наполнитель для компресса. Пока я делаю компресс, я буду делать его из эссенции. Вот эссенция. Туалетную бумагу сейчас зальем, прилепим туда. Ну такой план. Прилепим на розетку. Потом, когда мы будем... еще стрейчем сверху, чтобы это все там потело. Потом, когда нам надоест, мы это снимем. Туалетная бумага, если прилипнет, мы ее смоем просто. Ну, как-то мы ее отдерем. Это же бумага, наверное. План такой. И пока я это делаю, я скажу, почему, в чем была мысль, почему не лимонная кислота. Лимонная кислота классно, мы видели, как она работает. Вот эта щелочная реакция, да, пузыри во все стороны, круто. Но осталась какая-то часть лимонной кислоты, которая не сработала с мелом. Вообще ни с кем не сработала. Она впиталась в гипс. Логично. И лимонная кислота при испарении обратно переходит как бы в кристаллическую форму. То есть она не испарилась оттуда. Там не такие белые гранулы привычные. Можете поэкспериментировать, кто не видел. Залейте в блюдечке лимонную кислоту водичкой и дайте этому высохнуть. Как бы, испариться. Вы видите, там такой, они как лед, моногидрат, по-моему, называется, лимонной кислоты, вот. Оно как бы непривычные кристаллы. Ну, собственно, это у нас сейчас там в гипсе, в каком-то количестве присутствует. Так вот, как нам избежать наличия в гипсе вот этой как бы лимонной кислоты остаточной, которая вот ни с кем не смогла сработать, не смогла перейти там в какие-то другие состояния. Простейший сразу выход, да, сода, шипучка, сделай шипучку. Но образование газов внутри гипса мне не нравится. Я бы не хотел так. Там еще вспоминали шайтеровский ролик, что вот что лимонная кислота типа действует с гипсом, работает, где вот Андрей Шайтер, где отмывает лимонной кислотой шпатели там и так далее. Так вот, там гипсосодержащие смеси. Кислота работает с тем, что еще есть в этих смесях, а там есть мел тоже. Ну, не существует реакции кислоты с гипсом. Лимон. Гипс у нас там крепкий наверху, все нормально. Возвращаясь к вопросу, как же нам удалить остаточную лимонную кислоту оттуда из гипса? Этанол, этиловый спирт. Самое простое это... Самое простое этиловый спирт. Да, этиловый спирт плюс кислота, мы получим эфир. Но это как бы как крайняя мера. Можно будет так попробовать, если у нас не сработает вот это. По идее, там получится жидкость, которая летучая, она как бы какая-то пищевая добавка. Триэтилцетрат, по-моему, если я не ошибаюсь. С содой нет, с содой не вариант, потому что мы получим в итоге соли.
цитрат натрия, который там тоже останется. Почему вообще, почему вот эта мысль, зачем нам думать об этой кислоте там? Нам бы плевать, гипсу на нее плевать, не плевать краске, не плевать покрытиям, которые будут на гипсе. Если бы эта розетка, если бы она была бы нашей моделью, лежала бы вот здесь, вот тогда бы нам было плевать. Мы бы ее залили из ведра кислотой, она бы среагировала, все мы вычистили, потом сделали модельные работы, заформовали, форму сняли, модель выкинули. Но в нашем случае мы будем красить. Ни кислота, ни соль хорошо на краску влиять не будут со временем. Ну, как бы на дистанции. Такое мнение. Ладно, мне кажется, хватит его тут навалил. Попробуем вот этот момент. И еще есть момент, как можно избавиться от лимонной кислоты, той остаточной там, которая чуть-чуть осталась. Это просто мыть. Просто смачивать. Оно будет подсыхать, смачивать, оно будет подсыхать. Так, сейчас пойдут пары. Да. Надо побыстрее это заканчивать. Вот за что я ненавижу очки. Они запотевают. Надо маску. Маска, как мне кажется, проще. Полезно наверх. У меня есть жижа специальная для плавательных очков. Я тебе принесу. Сама свою жижу. Сами ешьте кашу. Нет, не хочет липнуть. Плохая идея была. Надо было меньше дробить. Руками. Да, отваливается. Все отваливается. Не помогает. Не получается. Попозже повторим, может. Ну, давай, вылезай. Так, это будет вторая попытка уже с маской, потому что все-таки кислота дает о себе знать. Вот, я тут заготовила скотч. Вот, это выглядит как мухоловки. Чтобы вовремя приклеить это все, потому что бумага совершенно не держится сверху. Ну, конечно, это не смывка. Вот оно, место попытки. А вот наш юный химик. Ого. Так это лучше, не чувствую ничего. Нормально. Я же тебе говорю, в нем хлорка не чувствуется. Не знаю насчет вредных веществ, попадают или нет. Но, по крайней мере, некая защита есть. Сколько там? Создать там импланты. Так. Ай, жесть. У меня палец приклеился. Я пошел мыть руку. Иди мой руку. Давай, давай, иди. Сомнительное мероприятие. Так, еще один. Как-то так. Человек-паук смеялся бы над нами. Вот такой компресс. Я тоже пошла мыть руку, потому что меня немножко поджирает. Так, вот наш этот многострадальный компресс. Ну, хоть как-то, хоть так, колхозь, огородь. Городить огороды и колхозить колхозы. Ну, хоть так попробуем, как-то оно может быть когда-нибудь. Дадим до вечера время, пускай постоит, наверное. Потом посмотрим, как оно там, сработает ли. Есть, наверное, способ превратить уксусную кислоту в какое-то подобие геля. Или с чем-то ее смешать, чтобы получился гель, как типа смывка, но чисто, чтобы уксусная кислота была. Да, и вот можно было бы такой гель наносить просто, как бы, и прикрывать сверху уже стретчем. Потому что испарение, конечно, серьезное. Да. Так, у нас этот компресс там преет компресс страшный. Тут я все почистил, все уже прошелся корщеткой, стало чище. Вот так, стало получше.
Потом будем расшивать трещины, еще что-то заметим, и можно будет подчистить, если что где осталось. Так, а вот этот уголок. Там кое-кто скребется у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скребитесь-ка. В общем, чего? Тут оказалось, что в этом углу вот побелка вот сюда доходит, дальше побелки нет. Это въевшаяся, полностью въевшаяся вот эта вот сажа. Она как бы рукой пачкается, а вот щеткой она не очень-то сметается. Это сажа. Ну чего, ход такой. Я вручную, где смогу, сниму. Тут все такое, там где температура была, вот там гипс чувствует себя. И вообще известковая штукатурка при температуре, она такая становится чуть пушистая. Ну, теряет свойства прочностные свои. Или прочностные, как будет правильно. Вот так чистится. А дальше, тут же еще будет печка. Дальше, вот этот остаток, я думаю, что мы его вымоем специальным каким-то средством для снятия вот этой вот, для удаления вот этой штуки. Вот это вот, как это, копоть, сажа, копоть, да, цемент тут вот. То есть сколько-то я руками чищу, вот видите, дальше уже не чистится. Ну тут и такая поверхность, скажем так, не очень-то гладкая. Ну, как-то так, наверное. Потом попробуем подмоем еще специальным средством, а потом уже как-то оно получится, наверное. Вот он какой этот угол. Ровный, нетронутый. Так он был вытянут, так он был сделан. Вот. Я уже пытался здесь чистить, а не особо, оно так чуть-чуть слегонца. А так. Можно попробовать щеткой еще. Не особо. Остается там внутри, в этих маленьких бороздочках. Ну, там, где мел, там попроще, конечно. Там, где мел, там получше оно сходит. Попробуем снять, я не знаю, не стал намордники все надевать, просто чисто снимем, сейчас посмотрим, может там что-то произошло, надеюсь. Главное, чтобы глаза ничего не это самое. А, вот, смотри, прилепилось. Да, не так, конечно. Не так она работает, как лимонная кислота. Далеко не так, вон кусок краски отвалился, видите? Или это бумажка? Бумажка. Никак. Ну, может, как-то дадим высохнуть и попробуем, обработаем. А крас нельзя? Да зачем? Оно с кислотой все. Оно когда это самое. Она испарится. В том-то и суть, что кислота отсюда может испариться легко. Прям в нос. Ну да, есть немного. Не пойдет, ну придется тогда лимонной кислотой и дальше искать какие-то способы. Тем же спиртом просто. Вымывать ее, потом оттуда превращать ее в эфир и выгонять из гипса. Иначе она будет мешать краске. Подождем. Пока ждем, пойдем делать ту розетку. Она красивая. Так, я забыл, я вам не показал. Сейчас пойдем к ней. Я все так вот разбросано. Хотел показать вот этот угол черный. Я до какого состояния дочистил. Дальше, в принципе, можно драть именно... Я попробовал в одном месте чуть-чуть. Можно сдирать вот эту черноту, оставшуюся корчеткой металлической. Но все равно сюда будут покупать средства для снятия вот этой вот, как это называется, копоть. Для копоти и промоем. Ну, не хочется драть его просто. Вдруг вымоем все, и будет чистенько тогда. Пока оставим, это неспешно. Пойдем, наконец-то, на розетку. Розеточка. Ой, какая. Мы перевесили лампочку, чтобы в нее воду не лить. Давайте посмотрим на нее. Опа. Какая она забитая. Вот здесь что происходит, смотрите, вообще. То есть где-то там есть лист. Вот завиток есть там, да, кое-где. Ничего не понятно вообще. На самом деле она очень тонкая. Если вот сюда посмотреть, там видно, что не так все просто с этой розеткой. Вот какая она. Прям, ну вот забитая-забитая. Очень надеюсь, что она действительно забита мелом. Сильно. Никто там ничего не наляпал, и нам удастся.
хорошенько ее почистить, явить ее миру. Угу. Ладно, сейчас вот смочим, подождем и приступим. Обильное смачивание, обильное. Окей, мокренькое. Сейчас подождем чуть-чуть. Минуточки 3-4. Сейчас впитается немного. Размякнет. Ну, подожди. Нет, давай покажем же первый ход. Но. Говорю, давай подожди, чтобы показать, как оно тут. Типа, вот так. Ой. Разрыв. Поехали потихонечку. А, тут поедешь далеко, не уедешь. Где сядешь, там слезешь. Вот так это как-то там корочка. То, что мы любим. Вот это кайфушка. Да. Или не кайфушка? Ну, корщетками. Залипушка? Корщетками не трогали, но частично смыли гипс. Не Ой, знаю, гипс, не знаю. Частично смыли мел. Не знаю, где бы тут подлечь, чтобы что-то хотя бы увидеть. Ну тут нагрунтовано, вот это все нагрунтовано, вот это. Гарантированно. Мы ее не ковыряли как-то. Нет, не ковыряли, ее не трогали. Но она замелована вообще, будь здоров, ребята. Она замелована страшно. Вот эта вся плоскость, то, что вот видно, да, вот смотрите, я провожу рукой, это как бы плоскость. И нифига, это не плоскость. Там есть много всего. Ну, можно по приколу содрать краску, а Они- мел не трогать, а потом типа мел чистить. Да ну, дерем как дерем, чё. Ну, зачем же так драть? Зачем же так драть? Что вы все дерете? Ну, Че, в нос тебе? Ха-ха-ха, так ей надо. Прямиком в нос ей. Кусок краски. Мы что подумали? Вот это вот серое. Вот это же алебастр. Они зачем-то прокрасили алебастром. Но, видимо, чтобы не запариваться с расчисткой мела, они вот так чисто прокрасили алебастром просто. мел не осыпался. Наверное. Краска прилипла. Наверное. Либо она уже была такая. Дайте мне тоже там порыться. Тут весело. Я взял деревяшку. Думаю, что я тут ничего не нацарапал. Возьму деревяшку. Деревяшка прикольная, и можно агрессивно работать, в принципе, довольно-таки. Агрессивная деревяшка. Агрессивная деревяшка. Вот, сыпется все. Вон прям в камеру. Вот. Нужно смело ею пыкаться, мыкаться, тыкаться, подтыкиваться. Вот. Подтыкиваться можно им хорошо. Суть действия ясна, насколько, да, понимаете? То есть, где мы не можем, ну прям не берет. Почему-то залипла там краска. Мы пока оставляем на следующий проход. А где берет, вот, она же вся вскрыта, видите? То есть, она, это не от воды она. Мел дышал под ней там, под этой краской. Ну, набирал влажность, отдавал ее. Алебастр тоже. Поэтому она как бы так, в подвешенном состоянии местами эта краска находится. А где-то залипла. Вот здесь вообще, ну, как бы сильно залипла. А где-то отходит прям скорлупой огромной. Вот. Вот так. А можно насеять чуть-чуть слегонца ее. О, там все отвалится сейчас. Отлично. Опа. Следующий проход уже как бы вода попадет сюда в этот в алебастр, в этот мел. Вот мел синий, вот он. А этот, ну, наверняка алебастр. Вот. Он сам по себе твердый. Он откалывается, видите, прям кусками. Вот сейчас дальше камеру в фокус. Видите, он так как бы оп, скалывается кусочками. Вот так. Да, так это еще кусок. В общем, чего, они тут хорошенько, они нам, ну-ка, чтобы не ткнуть прямо в нос. Вот эта область, это еще розетка, между прочим. То есть они залезли на нее штукатуркой. Дай мне нож обратно. Я хотел показать. Вот я срезал, я не могу отсюда, с этой стороны. Видите, рельеф, то есть я не могу подлезть просто. Поэтому я с этой стороны пытаюсь дойти до розетки, поскольку она спрятана под штукатуркой. Типа вот так как-то. Ни левой неудобно. Ну, как бы, можете поверить не на слово. Сейчас перекину в правую. Двумя руками надо делать. Там еще бетон-контакт красненький. Вообще, весь набор. И штукатурка вот эта, вот,
пористая такая. Это не родная. Вот. Это какая-то старая, но не родная. Видите, она как отличается. Саша вот здесь почистила все. Вот она. Угу. То есть как-то вот так вот все происходит. Еще ты хотела место показать одно. Ну вот. Хорошо видно, вот он гипс. И там слои пошли. Слой, и тут до краски. Вид, конечно, не очень. Тут бетон-контакт на всем этом. Я не хочу залезать отсюда, потому что я поранил. А мне бы это не хотелось. Возьми перо. Она не возьмет. Хотя да, можно пером. Аккуратненько, чтобы не сорвалось. Пером хорошо делать какие-то такие штуки, но обоюдоострое со всех сторон. И можно так как-то по чуть-чуть. Ну, все-таки ножом, наверное, лучше будет. Определить надо, где она вообще. Определить ее положение в пространстве и в обществе. В целом. И руки сами тянутся туда, в краску потратить. Запуская его под краску, можно как бы аккуратно, не царапая, не раня гипс, вот так вот сделать. Но это так как бы требует некоторого, ну как бы, некоторого опыта работы с этим инструментом. То есть, по сути, я не царапаю гипс, я не лезу в гипс. Но подлазил под краску, подлазил ее. До гипса еще плясать и плясать. Как-то так это сейчас, в данный момент. Вот. Красиво. Тебе все красиво. И все красиво. Кроме некрасиво. А тут скрытая реклама. КБ. Красное и белое? Ну да, КБ. Нормально. Ну вот так, что смогли, то очистили, и сейчас будем смачивать. Смачивайте. Ну, смачивайте. Ну что ж смогли. Потому что мы тут кое-что нашли. То есть уже на этом этапе мы нашли, видите? Я вам даже расскажу, что мы нашли. Розетку. Да, мы нашли, где она вообще. Она внутри. То есть вот ее плинт. Вот ее плинт. Она как бы глубже, понимаете? Она как бы внутри, в потолке. Вот. Это ее плинт, это бывший потолок. Это какая-то говноштукатурка, это уже новая штукатурка, а это вот алебастр. Вот. Видите, темнеет, характерно, как алебастр. Должен быть темнеть, конечно. Намачивай, чтобы оно мокро было все. Алебастер, бэйби. Алабастер, бэйби. Алабастер, бэйби. Так, начали извлекать эту розетку из-под всех этих наслоений. Ха-ха, нет, под синим мелом еще есть кое-что. Ха-ха, было бы странно, если бы не было. То есть слоев миллионы. Получается у нас новая краска, под ней новая штукатурка, под ней еще есть вот эта вот серая штукатурка местами вот здесь, которая старая. Есть алебастр серый на розетке, синий мел, но под синим мелом, я так думаю, видимо, что когда они вот эту штуку наштукатуривали, они могли еще раз грунтануть олифой. Вот это все дело горячий. И там уже был слой мела, поскольку вот есть такая у нас, где бы показать вам. Твердая корочка вот такая вот. Так, как бы вам показать? Вот она. Видите? Зеленая такая, какая-то зеленовато-желтая. Вот. Это не гипс. Нет. О, она спокойно оттуда уходит. Вон она.
То есть у нас синий мел. И под ним местами, она не везде, но эта корочка присутствует. Где бы нам найти ее получше? А вот тут, вот она, корочка такая. Она сидит там. Вот иногда можно ее подцепить. Иногда приходится, не знаю, как-то что-то выдумывать. И под этим синим еще вот эта вот штука. Вот она, во. И под ней еще слой мела. И под ней еще слой мела местами, да. Вот там уже, скорее всего, вот это вот что-то, это я уже рядом с гипсом где-то. Вот это белое, это уже, скорее всего, гипс. А вот. Цветочек. Цветочек заказывали. А нет, это гвоздик. Гвоздик запрятали тут. Там маска вывалилась. Тут цветок, тут все вот такое. Пока непонятно, что это там. Но скоро мы его добудем. Так, еще проходик совершили. Еще один проходичек. Уже яснее все, уже более видно. Нормально. Сейчас опять пройдем третий раз уже. 2 раза прошли. Пойдем на 3-й раз. Вот до такого состояния мы дочистили ее. Я уже чуть смочил ее. Сейчас покажу. Мы пойдем домой. Саша потом будет в одиночку ковыряться, потому что... почему? Потому что вот это зеленое что-то, оно довольно плотно на ней сидит, как бы. Не так плотно, как на той, но вот это все грунт, все вместе может быть. А здесь больше вот этой зелени. Это может быть медный купорос тоже в том числе. Как бы основную массу мела убрали. Проявили что? Проявили мы здесь пальметочки. О, там у нас были меандрики такие, да? А здесь пальметки. Как бы основной мотив. Пальмочки. Ну, она забитая, реально забитая, очень плотно забитая такая. На самом деле она тоньше, но надо сидеть над ней, корпеть. Никак по-другому. Вот. Отсюда хорошо видно. Видимо, протечки были, да, вот это. И вот они вот замазали. Это, скорее всего, медный купорос. Во, видите? Вот это вот такое вот пятно туда, пятнище. Это когда-то мазали медным купоросом давно. Я думаю, что давненько это делали. Ну и, собственно, мы форму ее проявили. То есть она как бы в потолке. Вот она такая. Вот. Вот она как идет. Оп. 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 Это уже потолок. Понимаете, да? То есть она как бы внутри. Она утоплена в потолке. Вот этот вот как бы поясочек, это уже как бы плинт, который дает как бы маяк потолка. Вот этот вот. Часть плинта желтенькая. Ну вот до такого какого-то состояния дошли. И вот я смочил, да, чуть-чуть. И вот так вот можно по чуть-чуть, совсем понемножку. Вот прям буквально по чуть-чуть можно сдирать. На той розетке нельзя было. На той розетке было залипше полностью. Помните, да? На той первой. На этой как-то, ну, чуть-чуть что-то можно ковырять. По чуть-чуть. Понемножечку. Там. Вот так. Ну, не по миллиметру. Уже оно хоть как-то идет. Не очень быстро, но идет. Попробуем на этой розетке вот это наше компрессирование. Но оно, видимо, что-то отошло там. Сейчас как-то посмотрим. Не знаю. Ничего не отошло, короче. Оно только крепче стало. Да. Не помогало. Не помогло нам. Бумажки эти, компрессы не прокатило. Никак. Сидит. Укрепили, еще больше укрепилось оно. Вон там мокрое, еще и руку сразу хочет съесть. Не помогло. Может, сразу надо было ее брать? Что сделать? Сразу, может, надо было. Так а что, какая У разница? тебя такой нос большой. Вот. Какой нос?
Ну там образовался, что-то какая-то соль там есть. Оно еще крепче стало, чем было. Вот как бы обычный, мягко идет по нему, а вот здесь необычный, как бы мел. Как-то, да, ощущение, что стало еще хуже. Еще Саша решила. Да что, оно Не, ну, никак. Нет, и надо было фоткать. Да ничем. Ну да. Еще как бы укрепилось оно все, да? Есть такое ощущение? Ой, ладно, надо думать. Короче, уксус нам тут не поможет. Как-то вот так. Не помогает нам уксус никак. Не знаю что. Что-то. Надо что-то придумать. Все-таки возвращаться к лимонной кислоте и потом вымывать ее многократно водой, либо спиртом. Вот те остатки, которые там останутся потом, тоже непонятно. Да, в общем, нет хороших новостей. Ни с этой розеткой. Ну, тут понятно. Не получилось. Не получилось с уксусом. С этой розеткой тоже как бы мало вразумительного. Ну, Саше придется здесь торчать на ней. Ну, что делать? Она идет как-то, но не очень бодро, замыленная сильно. Может подмыть чуть-чуть, но тоже мытье, вот эту вот зеленуху, вот это вот пятно зеленое, которое, как мне кажется, все-таки это зеленый купорос, а мытье не поможет здесь. Надо по чуть-чуть отковыривать, но оно хотя бы хоть как-то здесь идет, и затратив какое-то время, можно будет получить вполне сносный результат, то есть полностью проявить всю картинку. Но это Саша уже будет ковыряться в одиночку. Такая уж прям рутина в квадрате, рутина, умноженная на рутину, вот это вот, дочищать. Ну что, вот такой вот какой-то у нас 7-й был рабочий день, что-то мы делали, ну как бы сегодня 11 число, сегодня все вышли на работу, и это как бы вторник, но на самом деле это у людей понедельник. Я лично такое замечаю, что большая масса людей, она формирует какое-то такое поле, ну, бывает так, что вот чувствуешь, что всем плохо, бывает так, что чувствуешь, что всем хорошо, а бывает так, что всем понедельник. Вот сегодня как будто бы всем понедельник. Так что как-то двигаемся, но вот так, не очень-то весело. Но оно идет вперед помаленьку, поступательно. Это главное. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.